Делаю визу в Штаты, потому что я выиграл тот конкурс, за который вы когда-то голосовали в Инстаграме. Ближайшая запись недалеко от Австрии, она в Неаполе. Спросили, что ты делаешь? Я такой, катаюсь на велике. Она такая, в смысле, чувак, катаешься на велике? Я говорю, ну трюки там делаю, там туда-сюда. Я еду в Зёльден, мне нужно успеть к завтрашнему утру. Никуда я вчера не доел. Ай, давай! Давай, давай! Второй день закончился. На здоровье. На здоровье. Блин, третий день шоу. Что-то отдышка вообще. Супер странное чувство, когда велик вылазит в обычной ленте. Прилетел я в Неаполь какими-то судьбами. Обратился к одному агентству, которое помогает делать визы. И они мне сказали, что ближайшая запись недалеко от Австрии, она в Неаполе. Я сказал, окей, Неаполь звучит достаточно неплохо. По криминальному я слышал его из песни Басты. Это все, что известно мне об этом городе. Посмотрим, что он из себя представляет. Паркинг в отеле, мне кажется, больше на катакомбы какие-то похож. Отель, который я забронировал на букинге, выглядит немножко по-другому. Теперь я знаю, почему там не было никаких звезд. Бом. Народу вообще тьма. Дочек открывается, очень красивый. Я приехал сюда 3 часа назад. 2 часа у меня проходил чек-ин. Потому что, женщина очень много мне пыталась что-то объяснять. Toledo. О, единственное, что We are in the best quartiere of Naples. Ага. Конечно, супер вежливо, но я потратил уже 3 часа. И за это время я только сделал фотографию. Но нельзя было регулировать по высоте стул. Шея получилась немножко кривая, и, соответственно, формат немножко другой. Из тех документов, которые мне нужны, у меня нет идеального ничего. Есть выписка из русского банка, и я почти уверен, что она не подойдет, потому что она полностью на русском. Now we go to the bar. Сказал, чтобы похавать, сейчас в 6 вечера нужно зайти в бар. Окей. Тема называется аперитивчик. Это если ты берешь немножечко вина, и тебе дают вот такую тарелку с закусками. Я бы не сказал, что они супер полезные, но они неплохо выглядят и очень вкусные. Такая тема. Чисто как на Новокузнецкой. Иди сюда. Иди, ах ты. Делаю визу в Штаты, потому что я выиграл тот конкурс, за который вы когда-то голосовали в Инстаграме, наверное, если кто помнит. Там нужно было проголосовать за лучшее стритовое движение. Так как мне нужно суперсрочно виза, единственное ближайшее время было в Неаполе или в Мадриде, но так как мне нужно ехать на шоу уже в Австрии, я решил выбрать Неаполь, потому что я здесь никогда не был и больше шансов сюда не попасть. Достаточно логично задать себе вопрос, почему я не могу сделать визу в России. Потому что Штаты, спасибо им, привки, наложили определенные санкции типа на Россию, и поэтому сейчас есть одна проблема. Ты можешь получить визу, но записаться нужно ждать типа 85 дней. Абсолютно все было бы прекрасно, если бы я не подумал, что нужно идти пешком. И вот-вот начнется дождь, у меня папка. И в Москве никогда я в жизни не пошел бы 2 километра пешком. Здесь доверился местному менталитету, который мне сказал, да ладно, тут фигню идти. Вот чувствую, как мокрый кот вообще буду теперь. Подстава. Тут не супер мокрый, есть шанс. Спасибо. Круто то, что они все-таки продумали, что здесь есть зона. Я вот стою вот на таком сухом островке. Есть определенное и уверенное предчувствие, что с камерой туда не пустят. Поэтому, походу, я просто вам расскажу, что там было. На мой взгляд, процедура прошла успешно. Не было, на самом деле, никаких каверзных вопросов. Просто спросили, что ты делаешь? Я такой, катаюсь на велике. Она такая, в смысле, чувак, катаешься на велике? Я говорю, ну, трюки там делаю, там, туда-сюда. Она такая, это ты делаешь для работы? Типа, пока. Надеюсь, что визу мне дадут, потому что
в ЛА я давно хотел попасть. Вот. И такой уникальный шанс дается не каждому. С утра нельзя нигде позавтракать нормально. Зато можно купить шматья или просто прибухнуть, например, в баре. Такой вот выбор. Че, развесной хлеб, это вообще что-то новенькое. Я еду в Зёльден, мне нужно успеть там быть к завтрашнему утру. 1000 километров мне предстоит в одну, так сказать, Документы на визу подал, винчика попил, в море посмотрел, все, можно ехать в Австрию. Держитесь с левой стороны. Итак, 4 часа. Я все думаю, как пожрать бы где-нибудь найти скорее. Пойду тестировать. А вы все еще жалуетесь на то, что в России дорогой бензин? 92 евро полный бак. Ну вот и пришел час X, когда нужно расплачиваться за 1000 почти километров. Опа. Danke und gute Fahrt. Prego, prego, ragazzi. В общем, расклад такой, что никуда я вчера не доехал. Я свернул на какую-то другую тропинку, видимо. Вместо того, чтобы ехать всего 1 час по платной прекрасной скоростной дороге, меня вывело на какие-то лютые маленькие сельские дорожки, где я просто вышел из себя, мне кажется. Иди сюда. Иди, ты, ах ты. Спустя 20 часов с моим перекуром ночным я доехал до гестхауса, в котором мы живем. Посмотрим, что там вообще происходит. Алло. Мне больше всего было интересно, как она отнесется к тому, что у меня вообще нет паспорта, потому что паспорт я оставил в Италии. Наивные европейцы никогда ничего не спрашивают. What's up, man? First show start 12. Oh my god. In 3 hours? Oh shit. Стандартный австрийский набор. Да. Встретил тут Рамона, вот он, организатор. Hey. Yo, what's up? Nice to see you, man. How's everything? Good, how are you? Looking good. Чуваки сделали свое мобильное шоу, почти такое же, как сделал я с фристайл-шоу, только оно оказалось немного менее мобильным, потому что нужна огромная фура, чтобы это все довести, нужно, короче, огромное количество рабочих, чтобы поставить. Выглядит достаточно стандартно, но очень практично. То есть есть огромный трампик, есть трези, есть квотерпайп, есть все. Все, чтобы делать супер крутые трюки. Здесь у нас будет типа 3 дня движухи всякой, 3 дня шоу, по два шоу в день. Минут 5-10, 4-5. Я думаю, что мы не сильно будем уставать, потому что сетап реально крутой. Здесь вот с нами вот этот вот парень. Fun spot, you know, so... Давай! Выдали вот такие вот, короче, бумажечки для того, чтобы мы получили еду. Вот чем занимаются все райдеры. Running with the bulls and running with that bullshit. Knock it out the park while I'm sitting in the bullpen. I'm too ahead of my time. You could've bet on my line. Can't do it better than mine. I pin the rhythm and die forever, nickel and dime. Think that I'm sick in the mind, sick of when lyricism and different rhymes. So when I think it and try to remind me, utterly a waste of their time. But then on God like, it's imperative, get more than a paraleague. Got a parachute with a paratrooper that's a pair of people. Apparently I'm parallel to a pyramid. Comparative to you a parent and I ain't hearing that I might. Take your ass back to Ashton. Future is your past, you a half past the has-been. The girl И как всегда все обернулось каким-то трэшем. Второй день закончился, время чуть-чуть отпраздновать, пойти спать, а с утра покататься опять со всей дурью, да? На здоровье? На здоровье. На здоровье. Владелец этой компании, вот этой компании, которая производит шампанское, объяснила одну интересную вещь. Короче, бутылка разделяется на 2 штуки, вот здесь. И типа по идее можно сделать вот так, и она откроется.
вот это последствия вчерашней вечеринки. Блин, третий день шоу, и что-то отдышка вообще. Так тяжело что-то забираться, я вообще в шоке. У нас третье шоу, и мы уже подписываем тут то, сколько получим денег. Было супер весело, сегодня не было быстрых контеста, но мы делали какие-то нереальные каскады. Флип-ви, флип-супермен. Yes! Флип-whip, флип-whip, флип-арм, no hand. Фронт, no hand. Я делал корк, за мной делал дабл-флип. Я упал с корка. И чувак просто Симон Морец перепрыгнул меня на всех ходах. Очень круто. В общем, 3 дня шоу в Зельдине подошли к концу. Было супер круто. Честно говоря, это один из лучших сетапов, на которых я когда-либо катался. Они супер прокачивают. Уже не страшно, там сильные трюки и фронтфлипы, которые я до этого боялся. И семеры даже уже могу себе позволить с них падать. Планировал поехать к своему другу Люису в Италию. Это как бы типа по пути в Неаполь, для того, чтобы мне получить паспорт наконец. Так вышло, что Шимон Годзик написал мне просто буквально 15 минут назад и сказал: слушай, приезжай, здесь офигенный типа водный комплекс есть. В нем обязательно нужно будет типа потусоваться там и так далее. И вместо того, чтобы поехать к Люису, я решил поехать туда. Город страшный. Погнали. Что ты смотришь?